Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, эта работа вам пригодится, если у вас есть срочное дело, очень важное для вас, но вот что-то вам мешает. Перед вами встает какое-то препятствие. Может, человек все время мешает вам достичь этой цели. Может, какое-то обстоятельство. Ну, предположим, вам на работе обещали какое-то повышение, а тут человек, который постоянно лезет не в свое дело, постоянно делает какие-то замечания, постоянно недоволен, на вас доносит, все время говорит, что вы еще не созрели для этой должности и так далее. Ну, то есть, по сути, уже все идет к этому, а кто-то вам постоянно мешает. Или вы хотите построить дом, не знаю, дачу, что-нибудь еще. А по соседству есть люди, которые, постоянно мешают, вмешиваются, звонят куда-то. Идите проверьте, есть у нее документы, имеет ли она право дачу построить, имеет ли право газ провести, или вам нужна какая-то подпись какой-то чиновницы, которая постоянно то не на месте, то ей некогда, то справка не та, то еще чего-то там не то. Или вам нужен врач, и вы ждете операции, а у вас постоянно откладывают, постоянно какие-то новые обстоятельства возникают. Как правило, препятствием, конечно, являются всегда люди. Их дурные поступки, их безалаберность, лень, зачастую халатность, нежелание соответствовать той должности, которую они занимают. Чаще всего. Потому что обстоятельства создают люди. И те обстоятельства, которые они создают, они мешают вам, являются препятствием для достижения вашей цели. И вот как сделать так, чтобы эти препятствия ушли и дорога к цели открылась? Я вам дарю ритуал, не трудный. Кстати, зову тебя. Вот недавно я выставила. Многие написали, что сработало очень быстро. Понимаете, как все ритуалы составлены так, что помогали человеку. Там, где написано сильно и очень сильно, они для определенных моментов жизни. То есть испробуйте сначала ритуалы попроще. Они могут сработать точно так же, хорошо и быстро. Это не означает, что они слабые. Это означает, что там, где написано сильно и очень сильно, нужно подходить с особой ответственностью. Вот этот ритуал, если вы неправильно сделаете, ничего такого не будет. А ритуалы, где написано очень сильно, если вы не сделаете неправильно, долгое время вы не сможете вернуться к этому ритуалу. Опасности для вас не будет, но желательно силы не злить. Поэтому поймите, что все ритуалы работают очень сильно. Для кого-то один шепоток на деньги сработает сильнее, чем целый денежный ритуал. Понимаете? Разница. Так вот, поскольку древние духи, с которыми мы уже работали, которые вам уже знакомы,
они уже привыкли к вашей энергии, а вы привыкли к их энергии. Поэтому я решила, что вызов этих духов поможет вам открыть дорогу судьбы в этот момент, когда вам нужно убрать препятствия. Что для этого вам надо? Для этого вам нужно на бумаге написать то, что вам мешает. Ну, к примеру, вот я написала там пару слов. Например, всякая хрень из кишлаков. Ну, там. Не скажу, что это мне особо мешает, но для наглядности. Вот пишите там, не знаю, Гарпиня Дармидонтовна мешает мне получить такую-то должность. Банковский работник, даже если имени не знаете, мешает мне получить кредит. Вот он там постоянно справки какие-то спрашивает, еще что-то. Такая-то такая не принимает у меня экзамен. Мешает мне там получить права. И так далее. Понимаете? Вот пишите четко, ясно, что, кто вам и что вам мешает получить желаемое. Начитывайте 4 раза, поскольку перекресток, дороги открываются для того, чтобы у вас получилось. Хотя это дорога к цели. Но в любом случае это открытие дорог, по какой дороге вас приведут к цели. 4 раза начитывайте, сжигайте. Свеча любая. Здесь главное пламя, чтобы вам удобно было сжечь. Сожгли в какой-то емкости, подготовьте какую-то емкость, можно и даже пепельницу. Далее. Тот же день или на следующий, потому что обычно в сумерки проводится или ночью. Естественно, ночью вам туда не надо идти. Идете на перекресток, пепель высыпайте куда-нибудь, какую-нибудь емкость, ну, можно там пакет какой-нибудь. На перекрестке этот пепел нужно высыпать прямо посреди перекрестка и сказать определенные слова. Я вам объясню, какие. Потом кинуть 4 монеты через левое плечо, не оглядываясь, сказать «откупаюсь» и уходить. И в очень скором времени ваша проблема решится. Если вы считаете, что она, ну, прям запущенная такая вещь, да, запущенное препятствие, проведите 4 ночи к ряду и 4 раза проделывайте этот ритуал с разными перекрестками. Обычно получается с первого раза. Не бывает нужды для того, чтобы 4 сделать. Но в любом случае, бумага может быть любая, без разницы. Вот просто оторвали, написали, что вам мешает, что там путается под ногами, что надоедает вам. Начитали 4 раза, сожгли. А на перекрестке что сказать, я вам в конце объясню. Итак, читаем. Так вот. Дверь земная, дверь небесная, открой мою дорогу. Сила защитная, сила спасительная, встань за моей спиной. 12 духов, придите на помощь. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Духи древние, откройте мою дорогу к цели. А если кто-то или что-то на моем пути стоит и мешает мне, уберите его. И в ярый костер кидайте его. Пусть святой огонь помеху сожжет, испепелит и в прах обратит. А после тот прах в землю сойдет. И что мне мешает, в пропасть уйдет. И дорогу мою судьба откроет, да исполнится. Дверь земная, дверь небесная, открой мою дорогу. Сила защитная, сила спасительная, встань за моей спиной. 12 духов, придите на помощь. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Духи древние, откройте мою дорогу к цели. А если кто-то или что-то на моем пути стоит и мешает мне, уберите его, и в ярый костер кидайте его.
Пусть святой огонь помеху сожжет, испепелит и в прах обратит. А после тот прах в землю сойдет, и что мне мешало, в пропасть уйдет. И дорогу мою судьба откроет, да исполнится. Тверь земная, тверь небесная, открой мою дорогу. Сила защитная, сила спасительная, встань за моей спиной. 12 духов, придите на помощь. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хата, Ванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Духи древние, откройте мою дорогу к цели. А если кто-то или что-то на моем пути стоит и мешает мне, уберите его, в ярый костер кидайте его. Пусть святой огонь помеху сожжет, испепелит и в прах обратит. А после тот прах в землю сойдет. И что мне мешало, в пропасть уйдет, и дорогу мою судьба откроет, да исполнится. Тверь земная, тверь небесная, открой мою дорогу. Сила защитная, сила спасительная, встань за моей спиной. 12 духов, придите на помощь. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Духи древние, откройте мою дорогу к цели. А если кто-то или что-то на моем пути стоит и мешает мне, уберите его и в ярый костер кидайте его. Пусть святой огонь помеху сожжет, испепелит и в прах обратит. А после тот прах в землю сойдет. И что мне мешало, в пропасть уйдет. И дорогу мою судьба откроет, да исполнится. Начитали 4 раза. Эти люди, которые вам мешают, или этот человек, сколько бы ни гавкали, ни говорили, ни тявкали, у них ничего не получится. Ваша цель все равно, скажем так, исполнится и получится. Дело не в том, что люди там умрут или не знаю, что. Дело, то есть это нацелено на то, что все, что они будут делать, абсолютно уйдет в воздух, вот как собачий лай, в никуда. Никому он не помешает, никакую помеху вам не создаст. И, естественно, то, что вы хотите, ваша цель получится. После надо сжечь. Если полностью не сгорит, естественно, спичками сверху поджигайте, чтобы это полностью сгорело. Вот, помеху сожгли. В древние времена тоже такое проводили. Правда, тогда бумаги не было. Писали на коре дерева или на пергаменте. Но больше кору березы брали, потому что пергамент был дорогой и прочее. Вот, сожгли. Это все остынет. На следующий день на перекресток высыпайте это все со словами: с моих плеч груз упал, сгинул тот, кто мне мешал. Извиняюсь, с моих плеч груз упал, сгинул тот, кто мне мешал. Моя дорога открылась, свершилась. Зена храпит, меня отвлекла еще и ходьба какая-то тут по дому. Еще раз. С моих плеч груз упал, сгинул тот, кто мне мешал. Да, сгинул тот, кто мне мешал. Моя дорога открылась, свершилась. Говорите это 4 раза. Отворачивайтесь. Кидайте 4 монеты через левое плечо. Говорите: откупаюсь, и уходите, не глядя. Те страны, где нет монет, я уже говорила и объясняла. Возьмите маленькие камушки. Они тоже обладают силой, они тоже считаются денежной единицей. Но настоящие камни. Там лунный камень, может быть, такие горные хрустали и так далее. Продаются во всяких магазинах маленькие камни. Вместо мелочи относите. Отдаете энергию камня вместо энергии денег. Но желательно, конечно, мелочь. Она намного сильнее работает. Все. И в скором времени это препятствие уйдет во свояси. Всем удачи!